Товарищи, привет! Сегодня изучаем самую главную достопримечательность Нячанга. Это комплекс Винперл. Посмотрим, удастся ли нам все здесь обойти за один день, ответим на самые популярные вопросы про парк и, конечно, расскажем, что здесь сколько стоит. А меня зовут Ира, это канал Гражданочка Мира, человек за кадром, а иногда и в кадре мой муж Макс. Друзья, во имя продвижения канала очень прошу вас поставить лайк этому видео. И погнали смотреть! Парк построен на острове рядом с Нячангом, функционирует аж с 2007 года. С тех пор старые объекты постоянно обновляют, а территория парка вроде как стабильно прирастает. Основной способ попасть на остров – это канатная дорога длиной чуть более 3 километров. Также курсирует спидбот, но отказаться от такой канатки мы не могли. Сегодня суббота, мы приехали к 8:30 утра, и в Google Maps это время заявлено как открытие канатной дороги. Итак, что по билетам? Самый простой способ, он же самый дорогой, купить билет в кассе канатной дороги. Там он стоит 975 тысяч донгов. Возможно, придется немножечко постоять в очереди. Если у вас есть карты, работающие за пределами РФ, вы можете купить билет на онлайн-агрегаторе, например, Клук, как сегодня сделали мы. В таком случае стоимость билета 950 тысяч на взрослого, и в билет включен ваучер на 200 тысяч на еду. Там же можно купить билеты на 2 дня и с различным набором пакетов услуг. Короче, перед поездкой изучите. Еще один рабочий и самый простой способ – это просто заказываем такси у себя в отеле до Cable Car Station. Вот нас сегодня таксист даже не спросил, он нас сразу повез к спекулянтам каким-то. У них тоже стоит билет 950 тысяч. Если вам интересен такой вариант покупки билетов, просто скажите таксисту, на всякий случай, чтобы завез вас за билетами еще до Cable Car. Билеты у них нормальные, действующие, схема прокатана уже 100 раз до нас другими туристами. Еще можно купить билеты в туристических конторках Нячанга, кое в городе Пруд-Пруди, но там же цены анализируйте самостоятельно. Если очень хочется забронировать себе отель на острове с 2-дневным доступом в парк, идем на Booking. Выбираем отель на острове, смотрим доступные варианты бронирования, долистываем примерно до середины списка и ищем приписку о доступе в парк Винвандерс. Сегодня, 28 сентября 2024 года, минимальная стоимость такого бронирования 3 600 000 донгов на двоих. Туран встает, тут на альпийских горочках катается без очереди. С этого мы, конечно же, и начнем свой день. Вердикт по альпийским горкам. Классная тема. Сначала со скучающим видом минут 5 поднимаешься на горку, не понимаешь, почему сани работают автоматически, а не ты ими управляешь. Потом наверху на станции тебе переключают на санях режим, и тут уже можно притопить. Но опять же, если повезло, и спереди сидят на санях какие-нибудь молодежники, которые тоже любят притопить. В целом нам понравилась прикольная тема. Везде висят таблички, где нужно притормозить, где не нужно притормаживать, где нельзя останавливаться. В общем, класс. Я думаю, что действительно с этого стоит начать. А тут я рассказываю вам неверную информацию про зиплайн, потому что меня дезориентировали сограждане у аттракциона. Это, видимо, самый популярный и значимый здесь аттракцион, и начинать ранним утром лучше именно с него. Потому что если не хотите за него доплачивать, то нужно стоять очередь. Вас записывают на время, и вы садитесь ждать. Иногда ожидание достигает нескольких часов. Если вы просто заняли очередь и ушли, то по возвращению вы обнаружите, что вас вычеркнули. Если же хочется записаться и уйти, то будь добр, доплачивать 200 тысяч за человека. В общем, мы славно обошлись без зиплайна, а вы теперь про него полностью проинформированы. Друзья, аттракцион Орбита, смотрите. Сейчас мы, мне кажется, на нем побежим тоже. Или уже не успели? Врать не люблю, не умею. Аттракцион хренотень. Ну, серьезно, для галочки чисто. Посмотрим, что за шахта приключения. Местами даже хотелось немножечко взвизгнуть. Вот, то есть чуть-чуть побольше адреналина, точнее, чуть-чуть он появился. Божечки, кошечки, вы только посмотрите. Я вообще не ожидала здесь такое увидеть. Ребят, я не смотрела ни один обзор на этот парк, чтобы вы понимали уровень моей подготовки к этому мероприятию. Для меня это вообще... Как? Как так? Я не ждала. Мы с вами пришли к локации, которая называется King's Garden. И вот здесь, вот прямо на входе, такая входная группа нас встречает. Представьте, товарищи, офигеть. Так, ну и, друзья, вот прям с первого взгляда могу сказать, что King's Garden никакой это не Гарден, это зоопарк, походу.
Ну, будем исследовать, в школе пришли. Ну что за прелесть. Ну и по поводу зоопарка в целом. В целом не одобряем. Абсолютно. Это, во-первых. Во-вторых, ну, мне кажется, это маленькая территория для животных. Да не кажется, это точно маленькая территория для животных. У них есть и тигры, львы, и у тех и у других потребности в движениях очень высокие. И вот эти вот островки, на которых их выгоняют, да, на целый день, они совершенно не могут перекрыть эту потребность. Но в целом они выглядят довольно-таки неплохо. Уж точно не голодно. Но понятное дело, что это все еще зоопарк. Мы бы не пошли сюда ни за что на свете целенаправленно, но просто реально мы шли в какой-то сад, а вышли сюда и подумали, ну что ж, посмотрим и вам заодно покажем. Ну, можно было лучше. Просто животное, которое гуляет туда-обратно вдоль стены, потому что вся его территория и тенечек только возле стены. Ну такое, да? Так, смотрим ценники. Мороженое 35 тысяч донгов. И такое 45, 45, 55. Холодный чай 0,5, 25 тысяч донгов. Пепси в банке 30 тысяч донгов. Вода 15 тысяч донгов. Идем смотреть на птичек. На птичек можно смотреть с 10 до половины шестого. Ребят, ну мы тут, мне кажется, вообще одни гуляем. Ладно, вот еще пара. Это первые люди, которых мы встретили на своем пути. Просто никого. Друзья, вот большое упущение мы допустили. Мы внизу не взяли карту мира. И не можем, найти здесь нигде ни одной стойки с картами всего острова. И это печально, потому что двигаемся практически вслепую. Просто до края дошли и вот все обходим. Так что не профокапьте этот момент. Понравилось нам колесо обозрения, товарищи. Виды замечательные, стоимость никакая, потому что вы уже заплатили, это включено в ваш билет. Отсюда видно, во-первых, Ничанг, во-вторых, канатку, в-третьих, весь остров. И все отели тоже видно. Заметили, что красивые пустынные пляжи около отелей, а еще в аквапарке почти нет людей. По крайней мере, нам так показалось с высоты. Я не знаю почему, время уже 11, сегодня суббота, я думала, к этому времени здесь везде будет толпа, но то ли мы ушли в самый край. В общем, мы так посмотрели сверху, людей особо нет, ребят. Блин, клево. Друзья, время около 12, и вот народ начал активно поступать. Что все-таки утром приехать было отличной идеей. В одиночестве прогуляли уже нормальную такую, я так понимаю, часть парка. Стало дюже жарко, мы решили пока спуститься вниз, наверное, в аквапарк. Под каким-нибудь зонтиком перетусоваться пару часов, а потом продолжить прогулку по парку. Но, как мы поняли, мы уже наверху, наверное, даже все прошли. Друзья, еда. Это не кафе, вот, это вот такие вот маленькие, почти макаши слорешки, короче, с едой. 70 тысяч баньми. Ну, давайте для сравнения, кто не был во Вьетнаме, 25 она стоит в центре Ничанга, и это считается, наверное, даже дорогая. Самая дешевая, что я ела, стоила 15. Лапша стоит 95. Вот, как-то так. Если вдруг вы только здесь решили, что хотели бы посетить аквапарк, пожалуйста, для вас есть
магазин на территории аквапарка со всякими аквапринадлежностями. Здесь и закрытые купальники, и открытые купальники, и панамки. Все есть, только, пожалуйста, купайтесь. Так, мы вроде разобрались. Здесь в раздевалке, пожалуйста, можно использовать. Но если вы хотите себе шкафчик, то вы платите за аренду шкафчика 50 тысяч и еще 100 тысяч залога за ключ. Друзья, не отходя далеко от кассы, про аквапарк. Надо было реально все сдавать, потому что здесь нет такого, что ты можешь где-то взять какой-то лежачок, оккупировать какую-то маленькую там себе лавочку и ей наслаждаться. Нет, тебе нужно ходить от горки к горке, около каждой из них бросать свои вещи, потом забирать их, и босиком еще очень часто перебегать по раскаленной плитке. Это, кстати, самая сложная часть. То есть вы оставляете вещи около какого-нибудь бассейна, куда выходит горка, около этого же бассейна берете круги, с ними топаете на горку, а вот этот вот подъем на лестницу, он может быть довольно-таки далеко, и приходится бежать реально по раскаленному полу. Ну, вы поняли, по плитке. Короче, но в целом это такие мелочи жизни. Просто вы не можете оставить где-то свои вещи, потому что персонал здесь не отвечает за них. То есть здесь нет камер на территории особо. Я ходила, смотрела, где я могу бросить камеру, блин, да нигде. То есть либо один катается, другой охраняет вещи, либо просто вообще все сдаем и идем кататься. Это нормальный вариант. Лучше потом кружок сделать, если вы хотите сделать фотокарточки какие-то, да, то сначала, например, накататься, потом сделать кружок уже с вещами и все это отфоткать, либо наоборот. А в любом случае вы, кстати, можете даже не купаться здесь, просто зайти на территорию, погулять, посмотреть, что за горки, может быть, решить для себя, стоит ли вам здесь проводить время или нет. То есть нет такого, что вот только посетители, кто собирается на этих горках купаться, да, только они заходят. Нет, пожалуйста, любой, у кого есть доступ в парк. Вроде кажется, что особо немного горок, но на каждую поднимаешься, и с нее там с одной вышки несколько спусков. То есть вы можете на одну и ту же вышку там бегать несколько раз. Ну, то есть провести здесь довольно много времени вообще не проблема. Также мы сходили и искупались на пляж, и, честно, пляж довольно грязный. Вы знаете, там ограждена такая небольшая территория для купания. Если подняться на горку, которая прям рядом, вы видите, что вокруг этой территории довольно-таки много пакетов пластика, то есть прям в воде, на дне. И когда вы заходите вот в эту вот маленькую огороженную территорию, да, на дне, хотя и был мусор, но не так много, мало мусора, давайте так скажем. Но при этом, знаете, там такая глубина, по крайней мере, я не знаю, может сейчас отлив, хотя не похоже. Ну, в общем, вы заходите примерно по бедра и садитесь, потому что, ну, там просто не глубоко. То есть вы там не поплаваете. Сам пляж прикольный, песочек светлый, водичка такая с нотками лазури, но при этом задерживаться на этом пляже у нас вообще никакого желания не возникло. Возможно, где-то на острове есть классные пляжи, частные, в отелях. Мы об этом ничего не знаем. Если знаете вы, пожалуйста, поведайте в комментариях. Правда, интересно, где здесь народ купается. Время без 23, мы вышли из аквапарка и сразу заходим в аквариум, потому что он прям в здании входа в аквапарк. Если вы были в Москве в океанариуме, наверное, вам здесь будет скучновато, но в целом для аквариума очень даже неплохо. Забрели в какой-то замок, а здесь прям замок. Только выходите вот с такими вот штучками. Так, друзья, ну из важного. Я зашла еще раз в свое бронирование, укатилась в самый низ, нашла там список тех ресторанов, в которых мы можем обналичить свои ваучеры. Этот список находится в разделе «Дополнительная информация». Если вы будете бронировать через Клук, то ищите там. Okay, now listen to story. Story 5 minutes. Слушаем историю. Только пришли. Xin chào quý khách, thật lâu rồi mới gặp lại. Chào mừng các bạn đến với thư viện của những câu chuyện cổ tích. История на вьетнамском. Ах, он засранец. Не предупредил. Ты какая-то хрень, мы не могли выйти, пока он не закончил. А сейчас не можем. Выпустите меня отсюда.
Какая-то не та комната, как будто. Я открыла замок просто. Là chú khỉ môn ta và Выпустите меня отсюда. Takako là một xứ sở vô cùng xinh đẹp và Всего хорошего. bởi nơi đây Господи, ну и дичь. О, на аттракционе поедем, конечно. Это же вам не сказки на вьетнамском. В общем, мы покатались на лодке по сказочному лесу. Там продолжалась сказка на вьетнамском. Девчонки там что-то с какой-то то ли бриллиант, то ли какую-то жемчужину поспорили. В итоге наши победили, все праздновали. В конце нас обдали водой, на всякий случай, вот. Но детям было бы классно. Вот реально там декорации, когда ты взрослым взглядом на это смотришь, конечно, это бутафория, но в смысле такая очевидная. Но будь я ребенком, я прикинула, блин, я потом вообще действительно как в сказочном лесу ехала и восторгалась. Так что с детьми зайдите. Вот реально, что мне не очень нравится, что нету стоек с этими картами. Блин, вот вслепую гуляем и ничего с этим поделать не можем. Я пробовала у сотрудников у некоторых спрашивать. И, блин, что-то у меня карты нет. Ну, точнее, есть на китайском, тебе поможет. Здорово. Мне тут что-то вообще непонятно. Мы идем по этой стрит-фуд, и мы почему-то практически здесь, опять же, одни. Где все люди? Никто нигде ничего не ест. У них что, сиеста была? Как-то все это странно, знаете? Мы нашли Coral буфет. Можно, конечно, зайти спросить, но вообще-то, по-моему, там убираются, никого нет. И закрыто, прикиньте. Короче, еще ваучер свой не обналичить, потому что долго гуляли. Так, мы проникли в Coral буфет. Все-таки был другой вход. 300 тысяч взрослые, 150 тысяч ребенок, 100 тысяч с ваучером вандеров, видимо. Да? Весь вандер and gone ваучер. Так, друзья, самое важное это время. До 15 часов работает только. Но это, конечно, прикол. Естественно, когда вы бронируете, покупаете билеты, никто не говорит о том, что вы можете сходить поесть в Coral буфет, например, только до 3 часов. Мы сейчас посмотрим еще остальные места, потому что, ну, блин, 400 тысяч донгов, знаете, на дороге тоже не валяются, и хотела бы обналичить. Неприятно. Прямо у входа в парк видим еще одно заведение, которое в нашем списке. Это Тата. Но здесь он Тата кофе. Я так полагаю, что это все-таки оно. Ну, глянь, что там. Окей, come on. Так, друзья, здесь только кофе, нет еды, есть напитки. Можете просадить свой ваучер здесь. Не наш вариант. Короче, нас насторожил закрытый буфет и отсутствие людей. И мы побоялись, что если мы сейчас вот прям резко что-то не решим, то мы все профукаем. И взяли сет на 300 тысяч, точнее 2. То есть нам нужно будет доплатить за каждого еще по 100 тысяч донгов. Здесь есть сеты 2 по 350 и сет за 300. Вот, соответственно, его мы взяли. Здесь входит вода и список блюд, которые я вам не буду перечислять. Если хотите, поставьте на паузу и изучите. И вот они начали приносить и ставить. Так, там горячие креветки жареные, салат с креветками, какие-то лепешки, суп, полагаю, овощи, мясо, что-то еще. Еще что-то еще, рис. Но в целом, мне кажется, что очень даже неплохо. Лучше доплатить, сколько там, 300 рублей с человека и нормально поесть, чем перебиваться какими-нибудь бургерами. Очень круто, что включили вот этот вот ваучер на еду в стоимость парка. Какие они хитрецы! Следом пришли русскоговорящие ребята, не знали, что выбрать. Мы говорим, мы взяли сет, и в принципе, можно было бы, наверное, обналичить один ваучер и еще где-то кофейку попить. И они такие, о, да, прикольно. И решили заказать этот один сет, и им сразу такие, нет, сеты только от 2. Почему? А если я одна пришла? Почему? Что за вымогательства такие? Не знаю, что там в других ресторанах, если еще дойдем куда-то, увидим их, то покажем. Но в целом ситуация такая, что надо доплачивать. Ну а с другой стороны, ребята, я напомню, что мы с вами видели банишки за 75 тысяч одна. И чай 25 тысяч. То есть 100 тысяч это чисто сэндвич съесть.
А здесь мы заплатили 100 тысяч и очень даже неплохо поели. Там была рыба, мясо, креветки, салат с креветками. И еще один салат, то ли с кальмаром, то ли с... Ну, наверное, кальмар все-таки. И очень даже, знаете, неплохо. Я вот прям облопалась. Мы не доели только суп и рис. И овощи. И овощи из-под рыбы. Ну, короче, блин, уж лучше так. Очень даже классная тема. Что думаешь? Объелся. Объелся? Ты? А кусочек драгонфрукта был лишним. Я вообще забыл. А мы с вами заходим в парк, который прямо у входа начинается. Здесь тоже всяческие карусельки. Мне кажется, что это детский парк. Но я могу ошибаться, но мы сейчас посмотрим. Какие-то горки для малышни. О, ну что за кайф. Сначала. Окей, we know. Thank you. В смысле for children? В смысле for children? Я что, не могу с горочки скатиться? Ну, конечно. Что, я разломаю ее, что ли? Дискриминация какая? Ты спорт за 10 съела. Какая Куда ты меня тащишь? Куда ты меня тащишь? Мы покатались вон на той штуке первоочередно. Макс, тебе как? Слушай, ну неплохо. Ну, конечно, график хотелось, конечно, повыше чуть-чуть, то так, в принципе, нормально. Да, это в 3D очках происходит, платформа двигается, и, в общем-то, прикольно. Но у меня было ощущение, вот как будто я не делала операцию на зрение, и у меня снова астигматизм. Ну, я уже говорила, такое же в Банна Хиллз, когда графика не очень, но здесь это выполнено лучше, чем там. Ребята, вот эта карусель очень понравилась. Прям реально лучше, чем на машинке. Вообще рекомендую. Я прям поржала в голос. Друзья, время 6 часов, мы уже все облазили, а шоу вроде как одно, я так поняла, в 7, какое-то тата-шоу, а в 7:30 шоу фонтанов или наоборот, не знаю. И мы вот думаем, ждать, не ждать. Что-то вроде уже все обошли, что тут делать целый час. Короче, кто говорил, что обязательно берите 2 дня не меньше, невозможно обойти, да фигня, мы поиграли во все, что могли, на всем покатались, и уже, в общем-то, и делать там вроде нечего. Друзья, еще одно заведение, это Монте, я нашла его, ребята, вот за 160 можно поесть рис с мясом, и еще останется 40 на какой-то напиток. Вегетарианский суп всего 20 тысяч, рис 20 тысяч, ну и мороженка тоже есть, 45, 35, 55. В общем, можно поесть и даже не доплачивая ничего. Ну, собственно, это кафе находится, если подняться наверх, в парк аттракционов, прямо вот около вот этой вот карусельки, которая на цепях такая раскручивающаяся. Вот, мы поднялись наверх, подумали, может, здесь будет что-то веселенькое с 6 до 7, а нет, тут тухляк, и людей уже тоже почти нет. Не знаю. Пока вот думаем, ищем, чем себя занять на этот час. Ира смотрит лазерное шоу. Ну, блин, я, короче, не могу решить, стоит ли нам его ждать, потому что я хочу его дождаться только, чтобы показать вам. А фактически, что-то мне кажется, и не очень. Ну, просто от фонтанов я точно ничего не жду. Мы видели шоу фонтанов 4000 раз, я не думаю, что оно здесь вот прям слишком крутое. И здесь сейчас пока что тоже не вот прям. А тут кто-то снял целых 40 минут. Вы можете просто вбить шоу в Винперу. Все. Кто-то уже это сделал за меня. И, возможно, даже лучше. Кто-то пишет отзывы, что это просто супер захватывающе. Но вот я сейчас смотрю и понимаю, что меня не захватит. Поехали домой. Я уговариваю, точно не надо. Все, едем. Уходим. Ой, друзья, но оказывается, выйти из парка это еще совсем не все.
Здесь вон целый городок с едой, напитками, и цены абсолютно адекватные. Эти домики разноцветные, днем, может быть, выглядят как-то странно, а вот они сейчас подсвеченные, такая милота вообще. Так, друзья, подведем итог. Нам понравилось, своих денег парк точно стоит. Если у вас есть ребенок, то, наверное, ему не хватит одного дня. С другой стороны, если, например, вы обожаете аквапарки и точно про себя знаете, что можете протусоваться там целый день, то почему бы и нет. К аквапарку, кстати, у меня есть всего одна претензия. Там нет какого-то классного общего большого бассейна, где вокруг были бы лежаки, и можно было бы подзависнуть прям часа на 2. Я бы с радостью, но такой возможности не дали. Пляж не понравился, поэтому, в принципе, мы провели в аквапарке меньше времени, чем могли бы. Очень понравилось, что включен ваучер на еду, потому что действительно вы можете нормально, полноценно поесть. Просто сразу про него помните, и когда будете ходить по парку, на пути вашего следования отмечайте вот эти вот кафешки и смотрите их меню, чтобы когда вы захотите поесть, вы могли сразу пойти в какую-то конкретную. Еще я все-таки рекомендую, наверное, в районе обеда это делать. Да, людей будет в кафе, вероятно, больше, но и еда будет подготовлена, вероятно, к обеду. Мне показалось, что наша еда была немножечко остывшей. Нет, она была вкусной, хорошей, но остывшей. Вот как будто, знаете, к обеду как будто готовили. Поэтому, ну, это такое субъективное. Возможно, нам там как-то не очень повезло, хотя мы считаем, что повезло, потому что в целом было действительно вкусно и очень сытно. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Очень-очень надо, ребят. Вот. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.